Всем привет, друзья! Залопань. Исторический район Харькова, расположенный между улицей Полтавский шлях, Южным вокзалом и рекой Лопань. Гуляя по Залопани, можно увидеть довоенную и дореволюционную архитектуру Харькова в аутентичном виде, ведь район практически не перестраивался. Есть такое понятие, как депрессивный район. Оно, к сожалению, подходит к Залопани. Тут нет общественных мест для отдыха и приятного времяпровождения. Хоть тут столько и памятников архитектуры, и просто приятных улочек. Активная застройка района началась в 1869 году после появления железной дороги. Эти места считаются одними из старейших в городе. Здесь преимущественно селились мещане, ремесленники и купцы второй гильдии. Как же появилась Залопань? В конце 17 века Харьковская крепость начала обрастать селениями. Первая слобода называлась Залопанской и находилась в границах современных улиц Чеботарской, Конторской и Ярославской. Позже Залопань в западной части была обнесена городской стеной. Наиболее активная застройка района началась в 1869 году после прокладки через город Харьков Курско-Харьково-Азовской железной дороги, которая резко ускорила экономическое значение Залопани и значительно повысила стоимость земли в районе железной дороги. С тех пор жить в Залопани стало престижно, поэтому здесь начали селиться состоятельные люди. Названа Залопань так, потому что по отношению к самой старой части города, Харьковской крепости на Университетской горке, район находился за рекой Лопань. Улицы Залопани зачастую назывались по профессиям людей, на них проживавших. Например, Кацарская улица. Здесь выделывали котцы, ботинки, женские полусапожки, также котцами называли ковры. Улица Чеботарская, тут изготавливали старинную кожаную обувь. Улица Гончаровская, тут гончары делали глиняную посуду и так далее. Границы района в XIX веке значительно расширились и включили в себя пригородные слободы до железной дороги. Так Гончаровская слобода слилась с городом в 1810-х годах. Путем сплошной застройки района город, начиная с 1800-х годов, был соединен с пригородными слободами – Панасовской, Ивановской, Гончаровской. В 1830-е годы сюда переехал рынок, который до этого находился на месте нынешней Сергиевской площади. Торговые ряды занимали пространство от Благовещенской площади до Дома торговли, а на месте нынешнего рынка были заливные луга. По словам краеведа Алексея Хорошковатова, старое русло Лопани было разветвленным. Весной при половодье мелкие озера объединялись в полноводные водоемы и простирались до самой Гончаровки. Самое большое озеро находилось на месте нынешнего Тюза. Уже в первой половине XIX века озера и луга осушили, а территория Залопани начала привлекать купцов и первых харьковских промышленников. Район стал одним из самых зажиточных и достойных для проживания. Но рядом с благопристойными дворянскими и купеческими домами соседствовала нищета. Изюминкой района была вторая мужская гимназия, которая находилась на Благовещенской площади. Здесь воспитывали научную элиту города. Из этого учебного заведения в свое время вышли все ректора и профессура Харьковского университета. Во время Второй мировой войны здание было полностью разрушено. В конце XIX века Залопань начала меняться.
На месте сапожных и кацарских мастерских возвышались швейная, аптечная, кондитерская фабрики и другие предприятия. Тогда же улица Рождественская была застроена зданиями в стиле северного модерна, а сельская местность превратилась в деловой центр Харькова. Удивительно, но даже после революции Залопань долгое время была районом заводов, фабрик и контор. В районе Благовещенского рынка в середине позапрошлого века было немало театров и цирковых балаганов. В 1911 году здесь появился цирк-театр Муссури. О нем я неоднократно рассказывал на канале, и есть даже большое видео про этот цирк-театр. Это был крупнейший театр Европы, вмещавший 6000 зрителей. Здание на улице Благовещенской несколько раз горело, а сейчас признано аварийным. Еще одна визитная карточка Залопани – Благовещенский собор. Крупнейший кафедральный собор Восточной Европы. Одно из первых упоминаний о строительстве Благовещенского храма относится к 1659 году. Первая Благовещенская церковь была деревянной и находилась у дороги, ставшей в будущем улицей Полтавский шлях. Вокруг этого места ходит немало слухов. Мол, здесь происходят странные вещи из-за того, что храм стоит на плохом месте. Еще одно интересное сооружение – доходный дом Буркевича. Зеленый дом, который находится в самом начале Полтавского шляха. О нем также есть большое видео на канале, посему о нем много рассказывать сегодня не буду. В 1869 году здесь находилась Харьковская палата уголовного и гражданского суда и камера губернского прокурора. Нынешнее здание построили в 1879 году, а первым хозяином был надворный советник Карл Буркевич. Позже владельцем дома стал горный инженер Петр Иванов, который закончил все работы по постройке. В 1913 году дом переходит в собственность шведскому консулу Мюнху. Именно он сделал пристройку к зданию со стороны Лопанского моста и открыл в нем кинотеатр «Миньон». В советское время здесь находился кинотеатр имени Карла Маркса, а позднее здесь располагался машиностроительный техникум. Основной осью района является улица Полтавский шлях, ранее Екатеринославская, которая изначально вела на Екатеринослав. Другими важными продольными магистралями являются Конторская улица, Большая Гончаровская и улица Панасовская. А Залопанский исторический район, в свою очередь, делится на несколько исторических городских районов города – Панасовку, Ивановку, Гончаровку, Южный вокзал и Благбас, названный так по Благовещенской церкви. Новоселовка, Карповка, Холодная гора, Лысая гора, Сортировка в Залопань не входили. В начале видео я упомянул Залопань как депрессивный район. И на этот счет со мной, конечно, могут поспорить харьковчане, живущие в этом районе. С другой стороны, здесь спокойно, рядом протекает река. Здесь можно посмотреть на старинные дома, полюбоваться улицами. Я, например, очень люблю улицу Конторскую. Здесь уютно, тихо, спокойно. Много старых, аккуратных домиков, есть деревья. Здесь есть несколько выходов к реке. Кто-то ловит рыбу, кто-то гуляет с собаками. Повторюсь, здесь очень спокойно. В таких зонах, как в принципе и всей Залопани, обязательно нужно заходить во дворы. Там может быть что-то интересное. У меня на канале есть большое обзорное видео про улицу Конторскую в Харькове.
Кому интересно, обязательно посмотрите. Ссылку на видео я оставлю в описании к видео, которое вы сейчас смотрите. Что еще можно рассказать про Залопань? Например, улица Ярославская, которая тоже входит в этот район, получила свое название в честь самого архитектора, чей дом находился на ее пересечении с Полтавским шляхом Чеботарской и Кацарской. Полтавский шлях был дорогой на Полтаву, а про Чеботарскую, Кацарскую, Благовещенскую я рассказал. Дальше улицы Малиновского не было ничего. И там поставили шлагбаум и заставу. Недалеко от места, где сейчас пожарная часть, была таможня, а на месте вокзала архиерейская левада. Настоящим украшением Залопани еще был сад Тиволи, который размещался между улицей Благовещенской, Кацарской и Дмитриевской. Сейчас на его месте расположен небольшой обычный скверик, а рядом театр мускомедии, ранее носивший название «Пищевик». Видео об этой локации также есть на канале и называется «Сад Тиволи». Рекомендую посмотреть. Еще одна жемчужина Залопанской слободы того времени – Дмитриевский собор, перестроенный архитектором Ловцовым. По отзыву современника строительства Карпова, этот храм можно назвать лучшим храмом в Харькове. В 1930 году храм был закрыт, потом перестроен, купол разрушен. От былой красоты не осталось и следа, но сейчас в храме идут богослужения, а его название – Свято-Дмитриевский храм или Свято-Дмитриевский пастырский центр. Спустя каких-то 100 с небольшим лет Харьков – город-миллионник, промышленный, торговый, студенческий. Для многих наш город – это Госпром, зеркальная струя. Но есть в нем место, где все еще помнит давно ушедшие годы. Это Залопань с ее тихими улочками, с небольшими домами и рекой, спокойно несущей свои воды куда-то далеко-далеко. Спасибо всем за внимание. С вами был Алекс Моторный. Подписывайтесь на канал и до новых встреч.